Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно новых инженеров в Одиссее. Да, их ввели много, наконец-таки руки дошли. В общем, поговорим об очередном, как он открывается, что для этого нужно, как это все дело фармить и так далее. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! И это, друзья, у нас будет Кит Фаулер. Сначала, прежде чем его открыть, о нем нужно, собственно, узнать. Узнать это можно через Domino Green. Касательно нее есть видео, как она открывается, как все это делается. Подсказочка, если что, сейчас вылезет. Далее. Вы можете воспользоваться услугами Кита Фаулера, так как продали барменам 10 опросов общественного мнения. Вот касательно вот этого момента, друзья, у меня есть видео по поводу фарма, данных, товаров, активов, ну, в общем, всего, что связано с Одиссеей. Вот тоже подсказочка. Так что в фарме 10 опросов общественных мнений, говорю, сразу займет определенное время. Падают они не то чтобы прям часто. Можете фармить с друзьями, а потом просто обмениваться данными. Видео касательно обмена между игроками тоже сейчас вылезет подсказочка. В общем, летим к бармену и продаем то, что нафармили. Ну, собственно, по прилету на станцию, либо аванпост, там находится бармен. Будем смотреть на станции. На аванпосте он находится в нижней части всего строения. Вот, собственно, наш Что у бармен. вас там, командир? Хотите Начинаем. совершить Мне нужно сделку? кое-что продать. У вас есть товар, а у меня Идем есть в кредит. данные. То есть вот у нас активы пошли, товары. Так, мне кажется, так будет быстрее. И пошли данные. Слава богу, все здесь по алфавиту. А нет, нифига не по алфавиту. Ладно, ищем букву О. Опрос общественных мнений. Как раз таки. И где? Вот, пожалуйста. Общественное мнение. Как раз 10 штучек. И, собственно, продаем их. И подтвердить продажу. Отличная цена, согласны? Все, мы это сделали. Но Вы мой любимый может клиент, быть командир. такое, то, что инженер сразу у вас не откроется. То есть не будет видно то, что что-то там можно с ним дальше делать. На всякий случай проверяем, спускаемся вниз. И как видите, не засчиталось. Не страшно, не волнуйтесь. Делаем релог. Ну, собственно, я сделал релог. Проверяем. Опять-таки, инженер. Что-то долго грузится. Спускаемся вниз. И Кит Фаулер, пожалуйста, засчиталось. Но еще тут кое-что у нас имеется. Кит Фаулер рассказал о другом инженере в обмен на 5 аппаратов из оборудования для наблюдения. Но это, конечно же, другое. В общем, инженер у нас открыт. Тут просто нет такой механики, как, скажем, с гайками в обычных инженеров в горизонтах. Не нужно прокачивать отношения. Тут именно завести что-нибудь, чтобы узнать о следующем Ищите инже. что-нибудь? И да, данное оборудование у меня есть, естественно, я его использую, чтобы узнать о следующем инже. Но прикол в том, что я не знаю, как фармить конкретные вещи, я знаю, как выфармливать все подчистую. Ну, опять-таки, то самое видео вам в помощь. Ибо не показано. То есть, когда мы сейчас заходим, грубо говоря, в наше хранилище обычных материалов данных с горизонтов, там показано. Сейчас продемонстрирую. То есть вот мы на корабле, заходим в снаряжение, заходим вот, и показано. Встречается в поселениях среди обломков корабля, а также выдается в качестве наград за выполнение миссий. Можно обменять у торговца и так далее. Понятно. Это вот это вот дело. Здесь такого, друзья, вы не найдете в плане описания, что жалко. В общем, летим к инженеру. И смотрим, что он может. У инженеров немножечко другое строение наземных баз. В общем, нам нужно вот сюда вот. Здесь, собственно, налево. И там будет наш инженер. Ребята, возможно, по приходу сюда его не будет. Сделайте релог. Да. Потому что вот в предыдущий раз все пришел, буквально минуту назад, его здесь не было. Ладненько. Давайте смотреть, что он Не может. скажу я, кто сливает мне... А, ты не из этих. Клиент, да? Забудь, что я сейчас сказал. Добро пожаловать, командир. Я проверю твою биографию, отсканирую биометрические данные и сохраню результаты локально. Если тебя это не устраивает, с катертью дорога. Но тебе ведь нечего от меня скрывать, да? В общем, смотрим. Он может улучшить комбез, он может улучшить оружие и касательно передачи материалов для другого инженера. Давайте все посмотрим.
Давайте смотреть. У нас тут получается дополнительные боеприпасы, компонент оружия, журнал реализации отхода, сведения об испытаниях, отчеты о производстве. Нормально так, в плане материалов, я вам скажу. И как бы на 50% больше боезапаса. Нужно брать вам это, не нужно. Обычно, когда мы на наземных миссиях, на наземных базах, вообще что связано с наземкой, боеприпасы там имеются в виде коробок, так что подобрать их лишний раз я не вижу в этом проблемы. А занимать слот, ну такое себе. Быстрое восстановление щита. Ионная батарея, микротрансформатор, электропроводка, оценка выходной мощности реактора. Нормально. Кстати, вот эта штука фармится у самого реактора, если что. Так вот. Было 1,49, стало 1,86, то есть там 33%. Не знаю, нужна ли вам скорость восстановления. Наверное, конечно, лучше в жир, либо в резисты. Да, такое тоже у нас имеется. По крайней мере, в резисты точно. И, наверное, это ставить не буду. И дополнительный урон в ближнем бою. Эпинефрин, маневровые двигатели, учебные материалы по боевой подготовке, боевые характеристики. И получается, множитель урона от кулаков 150% в ближнем бою. Ну вот фиг его знает. Скорее нет, чем да. Что-то из серии проходника. Смотрим оружие. Ну давайте на примеры кармы АР-50. Размер обоймы, емкость магазина было 40, стало 60, то есть тоже получается на сколько? На 50% больше. Даст тебе преимущество в бою. Ну, не знаю. И перезарядка в кобуре. Проходная штука. Эта модификация поможет увеличить урон. Ибо автоматически перезаряжает оружие через 5 секунд после того, как его убрали. Ну, такое себе. Нет, ну хотя может быть нормально, когда вы меняете пушки, и из серии у вас вот винтовка такая, винтовка лазерная, и вы между ними переключаетесь, когда работаете по щитам, и когда работаете непосредственно по здоровью. Возможно, да, это имеет право на жизнь, но нет. Ну, так и быть. Давайте-ка рекомендации другого инженера. У меня просьба, командир. Сейчас появляются все новые и новые способы следить за людьми, а меня, прямо скажем, на все не хватает. Найди мне оборудование для слежки, и я, возможно, познакомлю тебя со своей коллегой. Ну, допустим. У меня это имеется. Командир, не могу не отметить твой вклад в мою личную безопасность. Слушай, в этой галактике я мало кому доверяю, но Ярден Бонд в числе этих людей. В области технологий она почти так же хороша, как я сам. Я отправлю тебе все данные. Свяжись с ней как можно скорее. Ну, в общем, ясно, понятно все с ним. Хорошо, что им прописали реплики хотя бы. Ой, как глаза открыл. Странный парень. Но не забывайте, друзья, не забывайте, прежде чем улучшать у инженеров оружие либо комбезы, их нужно еще улучшить в магазине, где вы это дело приобретаете. Но это отдельно будем с вами рассматривать, что для этого нужно и так далее. Так что как-то так. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и подходим к 500 видео по различным темам, говорю, сколько отснял, чтобы вы понимали, что в этой игре контента дофига, и те, кто говорят, что мне нечем заниматься, они вам, собственно, ну, лукавят, наверное, возможно. Плюс, многие видосы я структурировал в различные плейлисты, включая плейлист с инженерами. Это у нас получается 21 плейлист в описании. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, комбезы, те же самые инженеры, истребители, интересные места, кодекс, гайды для новичков различные стартовые, серии как собрать различные корабли, под различные фиты и так далее. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где выходит информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр и собираться компашкой, чтобы играть хоть в КС, хоть в дотку, я вас не осуждаю, сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты, и мы расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, друзья, то вам в Discord. Да, там подробные правила вступления и так далее. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Ибо я к вам прислушался, и мы теперь еще проходим, помимо всего, и хорроры. Да. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.
Вот вам, собственно, ссылочки на различные плейлисты, предыдущие видео и так далее. Я не знаю, какой видеоряд поставить, поэтому пускай будет пока темный экран. Я над этим пока, ребята, буду усердно работать. Да, может быть, что-нибудь красивое поставлю.